Всем привет! Вы слушаете радиостанцию «Новости с Луны», и вчера вышел новый комикс от Project Moon «Левиафан». Рассказ про Вергилия, красный взгляд. Или глаз, или поэт. Неважно. Сегодня я расскажу вам о сюжете первой главы комикса, выделю интересные моменты и опишу свои первые впечатления от прочитанного. Поскольку комикс вышел буквально недавно, должен вас предупредить о том, что эта часть видео содержит спойлеры к данному произведению. Что же, начнем. Первая глава. Сочельник. Главный герой с его коллегами завалены бумажной работой. Ну, или не совсем. В общем, они собираются принести подарочки детям. Но здесь все останавливают Вергилия и вручают ему подарки. Хлопушки, яблоко, шляпу Санты и мешок. Дети будут рады визиту от Санты, говорит, надеюсь, девушка. Думал, будет круто, если наш босс сделает что-то такое на этот раз. Среди всех атрибутов костюма Верджа, самым странным является яблоко. Как объясняет один из коллег, в районе 8 это традиция – дарить яблоки в сочельник. Интересная деталь, что у каждого района свои собственные традиции. Еще из интересного это то, что в таком антиутопическом месте, как город, празднуют Рождество. Вот улицы, украшенные, к примеру, хоть это только и в гнезде. Вергилий проходит врата и попадает в переулки. Тихо. И тут он видит окровавленные обломки. Вергилий совершает длинный прыжок и оказывается среди руин, где слышен плач. Это Томмери, которые разрывают обычную девушку. Следующим же кадром Вергилий отрубает руку гомункулу и спасает жертву. Вокруг разруха, трупы детей, которые так и не получили подарок на Рождество. Лишь единицы выжили. После вопроса Верджа появляется Иори. «Я думал, ты погибла в библиотеке». Да, но в истинной концовке все, кто умерли в библиотеке, вернулись к жизни. Похоже на то, что Томмери находится в сфере интересов слезы. И теперь ты втянула меня в свою маленькую игру. Фиолетовая слеза обращается к Вергилию как к красному взгляду. Или поэту. В общем, в корейском языке слово «시선» переводится и как взгляд, и как бессмертный поэт. Но на английском все же перевели как gaze. И тут я затрудняюсь сказать, что из этого верно. Напишите в комментариях, как вы считаете. Лично я думаю, что красный поэт звучит лучше, но использовать буду все же взгляд. Что же, возвращаемся к комиксу. Эпично нарисованный бой. И, к сожалению, слеза одолевает Вергилия. Последний кидает взгляд на выживших после нападения Томмери детей, среди которых и наша Беатрича. Иори обрушивает на них здание, которое красный взгляд успевает сломать и защитить малышей. На последнем издыхании Вердж идет в бой. «Ну же, младший, ты знаешь, нет смысла оттягивать это». После этих слов главный герой начинает терять сознание и больше отчетливо не слышит то, что говорит ему враг. И первая глава заканчивается на подарках для детей, которые они, к сожалению, не получат. А теперь переходим к первым впечатлениям. Мне, черт побери, понравилось. Во-первых, размер комикса. Первая глава складывается из 36 страниц, в отличие от 9 страниц Wonderlab. Во-вторых, рисовка. Мне нравится такой стиль. В-третьих же, сюжет. Да, пусть его здесь толком и не было, но после прочитанного я могу сказать, что я жду продолжения, развития сюжета. Кроме этого, мне понравилось то,
что мы встретили уже знакомых персонажей. В общем, ожидание не было напрасным. Буду надеяться, что Левиафан будет отличной предысторией компании Limb. Полагаю, на этом заканчивается видео. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и поделиться с друзьями. Ну а я прощаюсь до следующей субботы. Мы встретимся вновь, как звезды.